Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю тающие пирожные с клубничным кремом. Они такие вкусные, нежные, что исчезнут буквально за 1 минуту. А готовятся они очень быстро и просто. Уверена, эти пирожные понравятся всем. Для приготовления крема мне понадобится можно использовать и свежую, и замороженную клубнику. Я использую замороженную. Перекладываю ее в сотейник, ставлю на плиту. Всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Также я добавляю лимонный сок. Довожу все до кипения. Клубника пустила много сока. Сейчас я ее провариваю буквально в течение 2-3 минут, чтобы она стала мягче. Аромат, конечно, потрясающий. Кастрюлю я снимаю с плиты. Пробиваю клубнику погружным блендером до однородности. Получилась вот такая полностью однородная масса. Теперь в нее я добавляю небольшое количество молока. Перемешиваю. Крахмал также смешиваю с молоком. Перемешиваю до однородности. В холодном молоке крахмал лучше расходится. Вливаю молоко с крахмалом в кастрюлю. Перемешиваю. Добавляю оставшееся молоко. Кастрюлю возвращаю обратно на плиту. И сейчас при постоянном помешивании варю мой заварной клубничный крем до того момента, как он загустеет и закипит. Обязательно интенсивно перемешиваем, чтобы крем не подгорел. Этот крем получается в меру сладкий. Если вам сахара недостаточно, вы можете положить чуть больше. Или наоборот, если вы хотите менее сладкий крем, добавляйте меньше сахара. Крем закипел. Провариваю его буквально еще 1 минуту. И снимаю с плиты. Переливаю крем в миску. Закрываю пищевой пленкой в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю его остывать до комнатной температуры прямо на столе, а затем отправлю в холодильник. Мне надо, чтобы крем был полностью холодный. Для приготовления теста мне понадобится сразу подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. Размер противня 42 на 32 сантиметра. Бумагу слегка смажу растительным маслом без запаха. Выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Вливаю растительное без запаха. Добавляю щепотку соли. Всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу примерно в течение 3-4 минут. По одному добавляю яйца, каждый раз хорошо перемешиваю. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. И вливаю молоко. Немного перемешиваю. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешаю сначала лопаткой, чтобы мука не разлетелась по всей кухне. И теперь быстро перемешиваю миксером. Получилось вот такое не очень густое тесто. Выливаю его на подготовленный противень. Разравниваю. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Не пересушивайте корж в духовке, тогда он будет нежный и воздушный. Снимаю его с противня и оставляю остывать. Тесто получилось такое пышное, воздушное. Заварной клубничный крем у меня уже полностью остыл. Он стоял в холодильнике. Он сейчас получается вот такой плотный. Сейчас я буду взбивать сливки. По желанию в них можно добавить немного сахарной пудры. Я добавлю 1 столовую ложку. Чтобы сливки хорошо взбивались, они обязательно должны быть холодными и жирными. Жирность не менее чем 33%. Взбиваю их до средних пиков.
Чтобы в креме не образовывались комочки, клубничный крем также надо слегка перемешать миксером. Теперь клубничный крем небольшими порциями добавляю в сливки и перемешиваю. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было ни промеса. И плотный сливочный клубничный крем готов. Он невероятно вкусный. Крем перекладываю в кондитерский мешок. Когда бисквит полностью остыл, выемкой диаметром 8 см я вырезаю кружочки. Можно вырезать просто обычным стаканом. Тесто такое нежное, воздушное. Из обрезков теста сделаю крошку. Всего у меня получилось 20 вот таких заготовочек. Обрезки бисквитов измельчаю в блендере. Тесто у этих бисквитов такое нежное и влажное, что оно не требует пропитки. Конечно, если вы хотите, можно их немного пропитать. Либо молоком, либо сделать какой-либо сироп. Я этого делать не буду. И сейчас формую пирожные. Выдавливаю по кругу каждой заготовки крем. В середине остается пустота, которую можно заполнить джемом. Если не хотите использовать джем, можно его не добавлять, а просто все промазать кремом. Сверху джем закрываю кремом. И теперь пирожные можно украшать по-разному. Либо можно просто полностью все пирожное обвалять в крошке. Вот такое пирожное. Но у меня такой красивый клубничный крем, что я не хочу его полностью закрывать крошкой. Поэтому просто слегка сверху присыпаю крошкой, чтобы был виден крем. И таким образом я формую все пирожные. Теперь отправьте пирожные на пару часов в холодильник для стабилизации крема. Но их, в принципе, можно подавать и сразу к столу. Они невероятно нежные и очень вкусные. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.